Приветствую всех на канале «Горизонт событий». Москву и область завалило снегом. Метель с разной интенсивностью продолжалась весь день. Местами шел ледяной дождь. Зафиксировали высоту снега на уровне примерно 22 сантиметра. Это показатель, характерный для января. За сутки выпала почти половина месячной нормы осадков, рекордный снегопад. Это была черная метель, редкое для Москвы погодное явление. Крупные хлопья снега летели практически параллельно поверхности земли. И как следствие, в столице весь день были многокилометровые пробки. Коммунальные службы усиленно работают, но ситуация тяжелая, водители просят не садиться за руль. К вечеру температура воздуха поднялась до плюсовых значений, на дорогах гололед, множество аварий. Снегопад в Подмосковье стал самым мощным за последние 40 лет. Самая сложная ситуация по очистке дорог в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. На Зубовском бульваре застрял робот-курьер. На помощь ему пришли неравнодушные москвичи, которые его вытолкали. Постепенно снежный циклон сместился в сторону Санкт-Петербурга и Новгорода. По пути засыпала Тверь. На федеральных трассах работали сотни единиц спецтехники, на спусках и подъемах дежурили эвакуаторы. Снег в Петербурге повалил только во второй половине дня. Поднялся ветер. Тогда же в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра доходили до 18 метров в секунду. По городу образовались 10-бальные пробки, а на центральных улицах города – сугробы. Пробка длиной в 12 километров протянулась даже на кольцевой дороге, в объезд города. Аэрофлот отменил 5 рейсов между Москвой и Питером. Несколько самолетов, летевших в Пулково, перенаправили в запасные аэропорты. Шторм, который обрушился на Черноморское побережье, уже назвали штормом века, он самый мощный за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Шторм в Сочи размыл железную дорогу, сейчас ее восстанавливают, сообщили местные власти. Ведется укрепление участка пути в Лазаревском районе. Ночью движение поездов приостанавливали из-за упавших на пути деревьев. После сильного шторма в Сочи повалил град. Улицы города засыпало плотным слоем льда. Температура быстро упала на улице до нуля. В Ростовской области подтопило около 3000 дворов. Спасатели эвакуировали более 500 человек из зоны подтопления. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона. В общей сложности из зоны подтопления эвакуированы более 500 человек, в том числе 120 детей. Часть из них размещена у родственников, часть – в пунктах временного размещения. За вчерашний день в систему 112 поступили более 17 тысяч вызовов. В среднем порядка 2000 звонков в час. Привели в министерстве слова заместителя губернатора региона. В зоне подтопления оказались 25 населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях – Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. В связи с непогодой службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности. В Крыму продолжают подсчитывать убытки, принесенные небывалым для этих мест ураганом столь разрушительной силы. От мощного шторма в Крыму досталось и Севастопольскому дельфинарию. Разрушенными оказались постройки и выбиты стекла.
Севастопольском музее-аквариуме ближе к ночи ветер повредил крышу. Вода затопила вентиляцию и хлынула в зал. Если для морских рыб это еще не смертельно, то для пресноводных – катастрофа. Из строя были выведены насосы, система вентиляции. Помещение затопило морской водой, и многие теплолюбивые существа, обитающие в пресной воде, не выжили. Соленая вода затопила все аквариумы с пресноводными рыбками. Некоторые еще плавают, но маловероятно, что они выживут. Предварительно, от 500 до 800 особей беспомощных морских животных не удалось спасти. Среди них 11 панцирных щук, которые жили там 20 лет, а также большие пираньи, обитавшие в аквариуме 15 лет. Сейчас на месте ЧП закончилась откачка воды. К сожалению, ужасная история повторяется. В 2007 году многие виды там же погибли при таком же буйстве стихии. Сильнейший за 60 лет отлив зафиксировали в Генической Херсонской области на фоне шторма, пишут СМИ. Сообщается, что местами вода ушла более чем на 100 метров. Также ураган сорвал в городе крышу со здания банка, обломки упали на проезжую часть. На Камчатке затопило взлетно-посадочную полосу в аэропорту в селе Теличики. Самолетное сообщение с ним было приостановлено. Часть пассажиров смогут в ближайшее время улететь на вертолетах Ми-8, заявили на Камчатском авиационном предприятии. Циклон потрепал и Грузию. Черноморское побережье Грузии накрыл шторм в 8 баллов. Пострадала прибрежная инфраструктура курортных городов Батуми и Кабулети. Мэрии призвали жителей воздержаться от прогулок по набережной. Неприятные последствия непогоды уже появились также на западе страны. В городе Поти сильный ветер сорвал часть крыши с пятиэтажки, повредив около 10 автомобилей. Свыше 139 населенных пунктов в центральных и южных районах Молдавии были обесточены из-за метели. Сильный снегопад и ветер вызвали обрывы проводов на линиях электропередачи. На заснеженных дорогах застревали машины скорой помощи, автобусы и автомобили. По данным пограничной службы Молдавии, из-за непогоды были закрыты контрольно-пропускные пункты Кагул, Анча на границе с Румынией, с перебоями работает КПП Паланка на границе с Украиной. В Кишиневском международном аэропорту были отменены 4 рейса в Турцию, с опозданием приходят междугородние автобусы. В Приднестровье дорога у Дубасар полна машин, застрявших в снегу. Когда у машин заканчивалось топливо, их просто бросали на обочине шоссе. В некоторых населенных пунктах машины замело по самые крыши. По информации, спасатели помогли отбуксировать более 300 единиц транспорта, застрявших в снегу в Кагульском, Каушанском, Бессарабском, Лиовском, Дубасарском и Еловенском районах. Кроме того, помощь спасателей понадобилась, чтобы вытащить из снега 7 машин скорой помощи и 8 автобусов с пассажирами. По данным Государственной дорожной администрации, работники дорожных служб использовали для расчистки дорог 460 единиц спецтехники и более 4,3 тысячи тонн противогололедных материалов. Спасатели призывают граждан пока воздержаться от поездок по национальным трассам. Грузовое судно FR Pearl под флагом Палау село на мель в Черном море из-за шторма у берегов турецкой провинции Артвин. Отмечается, что 6 членов экипажа торгового судна – турки, 5 – азербайджанцы и 2 – индонезийцы. Эвакуация команды FR Pearl из 13 человек проводилась с помощью системы зиплайнов, установленных между кораблем и сушей. Члены команды передвигались с помощью ремня безопасности, используя стальные тросы и шкивы. Штат Нью-Йорк в США
столкнулся с сильным снежным штормом. В некоторых местах снежный покров достигает уже более полметра. Сильная метель, накрывшая город Баффало в штате Нью-Йорк, привела к трудностям в движении автотранспорта на шоссе I-90 на Ридж-Роуд и Майл-Стрипе. Обильные снегопады вызваны так называемым эффектом озера, возникающим вследствие нагрева воды озера и арктического воздуха. Их сочетание увеличивает содержание в воздухе водяных паров, которые быстро замерзают в холодном воздухе и тем самым способствуют снегопаду на подветренном берегу озера. На фоне продолжающихся лесных пожаров в Австралии в ночном небе удалось запечатлеть яркий метеор. Продолжается взрывное извержение вулкана Нидзима на острове Ивадзима в архипелаге вулканических островов Южной Японии. Недавно образовавшийся остров растет по мере накопления вулканического материала на северной стороне кратера. Однако морфология острова страдает от сильной эрозии океанскими волнами, поскольку он до сих пор состоит только из рыхлого молодого лавового материала, а это означает, что оно очень склонно обрушиться в воду. Согласно последним спутниковым снимкам, остров на данный момент имеет форму в виде английской буквы V. Спасибо за просмотр.